1984 год. Ночной Лос-Анджелес поражает молния, из вспышек которой появляется голый мужчина. Он вымогает у местного населения одежду и обувь, добывает оружие и телефонный справочник. Его цель – некая Сара Коннор. Сара Коннор? Да. Он прибыл из мрачного будущего, чтобы изменить ход событий. Так начинался уже легендарный фильм «Терминатор», тогда еще малоизвестного режиссера Джеймса Кэмерона. В роли Терминатора снялся Арнольд Шварценеггер. Он, как никто другой, подходил именно на эту роль, которая в будущем его воздвигла в ранг суперзвезды. Франшиза про Терминатора была настолько популярна, что игроделы, конечно же, не смогли пройти мимо. Всего игр, где встречается такой персонаж, как Терминатор, я насчитал около 40. Многие из которых очень низкого качества. Поэтому я расскажу лишь о самых значимых и интересных играх о Терминаторе. Если уж вы хотите узнать полный список игр про него, тогда я могу сделать ролик без комментариев, в котором покажу небольшие отрывки из каждой игры. Сделаю голосование в Телеграме. Также примите участие в голосовании за выбор новой темы для следующего ролика. Ссылка на Телеграм будет в описании. А мы начнем. Терминатор, 1992 год. В 1992 году на платформах Sega и SNES выходит игра Терминатор, основанная на одноименном фильме 1984 года. Терминатор — это платформенный шутер, действие которого разворачивается на нескольких уровнях, основанных на локациях из фильма. Игрок управляет Кайлом Ризом, солдатом, сражающимся на стороне людей против Скайнет и его армии машин. На первом уровне, происходящем в 2029 году, Кайл должен проникнуть на объект Скайнет, сражаясь с различными машинами. В конце концов он находит машину времени и отправляется в Лос-Анджелес 1984 года, чтобы защитить Сару Коннор, будущую мать лидера сопротивления Джона Коннор. В конце каждого следующего уровня игрок сражается с Терминатором, посланным из будущего, чтобы убить Сару. Во время игры игрок использует разнообразное оружие, включая гранаты и дробовики. На втором уровне игрок исследует улицы Лос-Анджелеса, сталкиваясь с такими врагами, как хулиганы и полицейские. В итоге Кайл и Сара оказываются под стражей, и им приходится бежать из полицейского участка после нападения Терминатора. Последний уровень представляет собой битву на заводе, где Терминатора уничтожают. Программист игры Дэвид Перри хотел, чтобы главным героем был Терминатор. Однако дистрибьютор фильма Orion Pictures настоял на том, чтобы главным героем был Кайл Риз. Orion также потребовала, чтобы Терминатор был только один и умирал только в конце игры, как в фильме. Терминатор получил высокую оценку за звук и графику, особенно за оцифрованный кадр из фильма. Однако игра подверглась и критике. Игровой процесс многим показался однообразным, скучным и неинтересным для повторного прохождения. Терминатор 2. Судный день, 1993 год. В 1991 году выходит вторая часть Терминатора. Здесь Терминатор уже выступает в роли положительного героя, о чем просил Арнольд Шварценеггер лично Джеймса Кэмерона. И этот ход был великолепен. Второй Терминатор стал еще лучше первого. Он входит в разнообразные топы самых лучших фильмов всех времен. Игра на основе фильма вышла в 1993 году. Терминатор 2. Судный день — это игра в жанре экшен с боковой прокруткой, в которой игрок управляет Терминатором Т-800. Локации основаны на 8 сценах из фильма. Последний уровень — это сражение между Т-800 и Т-1000 на сталелитейном заводе. Задачи, такие как поиск определенных предметов или людей, должны быть выполнены перед переходом на следующий уровень. Иногда игроку нужно спасти Джона. Одна из целей игры — собрать предметы, которые пришли из будущего. Во время игры можно использовать разное оружие. Между уровнями с боковой прокруткой есть уровни с видом сверху, где игрок использует мотоцикл, а затем другие транспортные средства, например, полицейскую машину. В отличие от фильма, игра получила в основном негативные отзывы.
критиковали все: графику, игровой процесс, управление, звуки и музыку. Видимо, игроделы Beat Studio на фоне успеха фильма сильно спешили выпустить игру, чтобы тоже неплохо заработать, но вышло не очень. Робокоп против Терминатора, 1993 год. Почти одновременно с Терминатором неплохо заявил о себе и фильм Робокоп. Компания Virgin Interactive, смекнув, разработала игру Робокоп против Терминатора, куда и засунули этих двух популярных персонажей. Игра основана на двух вселенных — Робокопа и Терминатора. Также в свое время был выпущен комикс, где схлестнулись две известные франшизы. Сопротивление Коннора проигрывает войну Скайнету. Дабы проблем не было, Skynet отправляет в прошлое своих роботов, чтобы разработка суперкомпьютера Skynet и робототехники ускорилась. К тому же корпорация OCP создала Робокопа и робота ED-209. Skynet знает, что робот помогает людям, и он решает его уничтожить. Робокопу такая ситуация не нравится, и он мешает Скайнету в его планах. Робокопу необходимо остановить терминаторов и добраться до Скайнета. В игре всего 10 уровней. Этапы довольно знакомые по фильмам и созданы с любовью к деталям. На уровнях запрятано огромное количество потайных комнат, бонусов и секретных уровней. Сражаться вы будете с преступниками и охраной OCP, а также с роботами. Ваши бравые прохождения будут в наше время и в будущем. Помимо отстрела вражеских сил, вам необходимо спасать заложников. По традиции, в конце каждого этапа вас ожидает босс. Игра цепляет не только сюжетом, но и графикой. Она прекрасна. Эффекты в Робокоп против Терминатора сделаны на славу. Выстрелы, взрывы, кровавое месиво и задний фон, и все создает особую атмосферу. Музыкальное сопровождение выполнено на твердую 5. К управлению тоже никаких претензий нет. Терминатор Future Shock, 1995 год. Это игра в жанре шутера от первого лица, выпущенная в 1995 году. Она создана на основе вымышленной вселенной Терминатор и стала одной из первых игр, использующих полностью текстурированную, трехмерную среду и полигональные модели врагов. Действие игры разворачивается в будущем, где человечество ведет войну с искусственным интеллектом Skynet. Игроку предстоит взять на себя роль солдата сопротивления, который должен сражаться с машинами и спасать человечество. Графика в игре была на высоком уровне для своего времени, а звуковое сопровождение и музыка создавали атмосферу мира Терминатора. Игровой процесс включал элементы исследования и позволял игрокам находить различные предметы и оружие. Терминатор Future Shock получила положительные отзывы критиков и игроков. Однако с течением времени игра стала менее доступной из-за устаревших технологий и отсутствия поддержки со стороны разработчиков. Некоторые отмечали, что она была омрачена выходом другой популярной игры Quake. Терминатор 3. Война машин, 2003 год. Терминатор 3. Война машин — игра, которая шокирует своей графикой и атмосферой. Разработчики использовали устаревшие технологии, что привело к низкому качеству графики и анимации. Сюжетная часть игры состоит из целых 10 неповторимых миссий, прохождение которых рассчитано на долгие часы времени. Сражаться в миссиях можно за любую из двух сторон — за машин или за людей. Это одна из немногих игр, героем которой является легендарный киборг Т-800 с голосом и внешностью всемирно известного американского актера и бодибилдера Арнольда Шварценеггера. Анимация движений киборга была скопирована также у актера путем использования специальной игродельческой технологии. Оружие в игре представлено несколькими экземплярами, такие как многоствольный пулемет «Вулкан», плазменная винтовка, ракетница, тепловая пушка и автомат. Транспортные средства также доступны для использования, включая джипы и танки. Несмотря на низкое качество графики и анимации, стрельба в игре ощущается и звучит неплохо. Однако отсутствие интерактивности и реакции врага на попадание делает игровой процесс скучным и однообразным. Сюжет и кампании в игре отсутствуют, а мультиплеер предлагает только 3 режима: классическая игра, командная битва и прохождение миссий. Терминатор 3. The Redemption, 2004 год.
Terminator 3 The Redemption предлагает разнообразные игровые стили на 14 уровнях, частично основанных на фильме и дополняющих его сюжет. Вы играете за Терминатора Т-850. На некоторых уровнях вы перемещаетесь пешком и сражаетесь с другими машинами. Используйте разнообразное оружие и вступайте в ближний бой. Также можно применять оторванные дорожные знаки в качестве оружия. Красный режим сканирования Т-850 позволяет наносить повышенный урон врагам. Очки терабайты можно собирать на протяжении всей игры для улучшения этого режима. В игре представлены уровни с управлением различными транспортными средствами, такие как катафалк, пикап и полицейская машина. Также присутствуют уровни в стиле рельсового шутера, где вы находитесь в движущемся транспорте и стреляете по приближающимся терминаторам. TX – главный противник на протяжении всей игры, как и в фильме. В игре также есть кооперативный режим для двух игроков, где вам нужно защищаться от наступающих терминаторов в формате рельсового шутера. Terminator 3 The Redemption получил смешанные отзывы согласно агрегатору рецензий Metacritic. Игровой процесс подвергался критике за линейность и повторяемость. Некоторые критики также отмечали недостаток реиграбельности. Сложность игры также подвергалась критике, в том числе из-за отсутствия точек сохранения. Музыка и звук получили высокие оценки. Озвучивание также получило в целом положительные отзывы. Terminator Salvation, 2009 год. Вы наблюдаете кадры фильма «Терминатор. Да придет Спаситель» 2009 года. Одновременно с фильмом запустили игру с одноименным названием. Terminator Salvation — это шутер от третьего лица в жанре экшен, выпущенный 19 мая 2009 года. Действие игры происходит в 2016 году в Лос-Анджелесе и разворачивается между событиями «Терминатор 3. Восстание машин» и «Терминатора. Да придет Спаситель». Terminator Salvation — это шутер от третьего лица, в котором игроку необходимо постоянно двигаться, обходить противников с фланга, использовать укрытие и координировать свои действия с командой для успешного продвижения вперед. Игроку предстоит сражаться с врагами из фильма «Терминатор» и новыми противниками, созданными специально для игры. В игре доступна кампания, которую можно проходить в одиночку или вместе с другим игроком на разделенном экране. В кооперативном режиме игроки будут выбирать персонажей Джона Коннора и его напарника Блэра Уильямса. В игре используется система укрытия и передвижения, аналогичная Gears of War, где игрок может быстро перемещаться между различными укрытиями и выходить из них только для стрельбы по врагам. Преимуществом является восстановление здоровья игрока только при отсутствии урона в течение определенного времени, как в играх Call of Duty. Изначально у игрока есть только карабин М4, но в процессе игры можно получить другое оружие, а также различные типы гранат. Искусственный интеллект противников достаточно силен. Он реалистично отслеживает местоположение игрока и активно преследует его. Terminator Salvation получил смешанные отзывы критиков. Критики подверглись однообразные бои, посредственные визуальные эффекты и краткость игры. Terminator Resistance, 2019 год. Ну и последняя игра на сегодня — Terminator Resistance 2019 года. Это шутер от первого лица, действие которого происходит во время войны будущего, показанный лишь мельком в культовых фильмах Джеймса Кэмерона «Терминатор» и «Терминатор 2. Судный день». Действие этой истории происходит в постапокалиптическом Лос-Анджелесе, почти через 30 лет после Судного дня, и в ней рассказывается о новом герое вселенной Терминатора Джейкобе Риверсе, солдате сопротивления, возглавляемого Джоном Коннором. Несмотря на то, что Джейкоб всего лишь рядовой, вскоре он узнает, что стал мишенью для последней угрозы от Скайнета и был помечен для уничтожения. Комбинирование главных и второстепенных миссий позволит вам настроить Риверса по своему вкусу, будь то стрелок с плазменным оружием или ловкий хакер. А найденные по ходу дела обломки можно обменивать или превращать в полезные предметы. Развитие навыков позволит вам сделать из Риверса солдата, способного уничтожить сеть защиты Skynet и остановить апокалипсис искусственного интеллекта. В Терминаторе Resistance есть несколько концовок, что логично для игры, события которой разворачиваются в рамках множества временных линий.
Игра получила низкие оценки профильных изданий, но фанатам фильмов в целом она понравилась, так как содержит множество отсылок не только к оригинальной кэмеровской дилогии, но к последующим фильмам франшизы. На этом все. Если хотите видео обо всех играх франшизы про Терминатора, то переходите в Telegram и голосуйте. Также проголосуйте за новую тему для следующего ролика. Ну и, конечно же, подписывайтесь на Telegram-канал. Ну а пока.